Всем привет из Вьетнама. Меня зовут Илья. Это курортный город Ничанг. Да, я вот сейчас приехал в Ничанг. Сейчас 4 утра. Люди начинают выходить на зарядку. Вы сейчас ехали и видели, как люди по набережной уже выбегают. Бегут вдоль пляжа на пробежечке на своей утренней. Это, конечно, для нас очень удивительно, во сколько нужно ложиться спать, чтобы так рано выбегать. Ну, в общем, я приехал сюда. С утра пойдем на пляж, посмотрим обстановочку в городе, покажу что-то сегодня интересное. Это лайфстайл выпуск из Ничанга. Настроение у меня хорошее, я по Ничангу соскучился. Сейчас я иду домой, немножечко вздремну и встречаемся на пляже. Всем привет с пляжа Ничанга. Вот мы наконец-то и здесь. Такая умиротворяющая, релаксационная атмосфера здесь в Ничанге. У меня немножко почему-то после Хошимина охрип голос. И я так разговариваю немножко с хрипотцой сейчас. Это Тили. Она сейчас отработала онлайн, я ее подождал. И вот сейчас полдень, солнце жарит, пляж печет. Песок полностью разогрет под солнцем. Сейчас мы вот как раз вышли на наш родной пляж на севере города, на севере Ничанга. Волн практически никаких нет, совсем маленькие волны, не такие, как были, когда я отсюда уезжал. Ну вот так вот я и приехал в Ничанг сейчас. Тили мне предложила сходить в одно кафе, которое новое какое-то здесь в Ничанге открылось. Так она мне картинки показала. Посмотрим. Съездим еще в центральную часть города. Ну а сейчас искупаемся в море Ничанга. Давно я уже здесь не был. Посмотрим, какая водичка. Тили особо, я так понял, тоже не ходила на пляж. У нее лицо даже бледное. У меня тоже полностью загар пропал. Что самое бесячее было, это то, что у меня вот так вот руки наполовину загорели. Это я вообще ненавижу. Когда ездишь в рубашке, в футболке по городу, загорает вот только одна часть, половина руки, а все остальное белеет и белеет. Весь загар смывается. Поэтому, конечно же, нужно провести время на пляже побольше, загореть, выровнять цвет кожи. Ну тут какие-то мы сейчас видим водоросли опять принесло на побережье. Вид пляжа не идеальный из-за этого, но все-таки море красивое, синее, яркое. Облаков в округе нету, облака только вдалеке где-то. Никаких туч, красивые яркие пальмы. О, водичка вообще тепленькая, хорошенькая. Ладно, пойдемте сделаем заплыв. Море, конечно, хорошее, вот так искупаться вообще приятно. Но сказать, чтобы я сильно так соскучился, ну, не сказать, потому что как-то все было занят в Хошимине. Не особо на море и не стремился. Если бы у меня здесь не было год или даже 2, тогда да, я бы, наверное, вообще очень сильно соскучился. Но всего лишь-то не был недолгое время. Ну а сейчас пойду делать упражнения здесь в Ничанге, где я их делаю на набережной. Нужно все-таки не пропускать, заниматься. В Хошимине я это делаю, здесь тоже надо не пропускать. Приехал я сюда вообще неожиданно, на самом деле, не запланированно. Тили вообще не ожидала. Очень была удивлена, что я вот так приехал, не запланированно. Я должен был приехать позднее, через неделю мы договаривались. Но так получилось, что я доехал с людьми, которые ехали в Ничанг, и они предложили мне с ними доехать бесплатно по пути. Ну вот я воспользовался таким случаем и приехал сюда. В Хошимине, конечно, движуха, постоянно ездят байки, нескончаемый поток транспорта на дорогах. Все куда-то едут, так же как в больших городах, в Москве и в других городах. А здесь на релаксе все спокойненько. Вот здесь я делаю упражнения, там турничок.
Вот здесь брусья, можно поделать отжимания и упражнения на пресс. В общем, все хорошо, все четко. Сейчас можно поделать, а потом уже и поедем дальше. Так что оставайтесь и следите дальше за тем, что у нас сегодня здесь происходит. Долгое время в Ничанге я постригался у одного парикмахера по имени Тин, вьетнамец. Он работал в парикмахерской рядом с моим домом. Потом они открыли вторую парикмахерскую, и он работал уже в другом отделении, тоже так недалеко от дома. А когда наступил локдаун, возможности не было ходить где-то постригаться, и все парикмахерские были закрыты, и он уже тоже не мог меня никак постричь. И долгое время меня постригала Тилли, как многие уже видели по видео, что она меня много раз постригала, и смешно, и забавно, использовала только ножницы, машинки у нас не было, да и до сих пор нету. И вот пока я не постригался у этого парикмахера, у барбера Тина, он тем временем открыл свою собственную парикмахерскую, тоже недалеко от нашего дома, на севере. Тин Барбер 1990, не знаю, может быть это его год рождения. Вот адрес. Вот недавно только открылись, написано 55 тысяч донгов за стрижку. Ну что, пойдемте пострижемся профессионально. Синчао. Where is Tin? Is he here? Сразу после моря мы сюда пришли. Я всегда придерживаюсь такой позиции, что хожу только к одному парикмахеру. И вот долгое время я к нему ходил и не пропускал, так сказать. Пару лет, наверное, он меня постригал без перерыва. Ну вот так, постригли меня. Ну как, по-моему, вообще хорошо. Я, кстати, в Хошимине тоже постригался, но в Хошимине там попроще, там совсем обычная такая парикмахерская. И даже окантовочку не делают, как здесь вот в этом барбершопе. Причем забавно, постригает один человек всегда у них, а уже окантовочку опасной бритвой делает другой человек, подходит. Типа что окантовочку делать не положняк профессионалу. И подзывают для этого специально другого паренька. Ну типа как стажера какого-то такого. Вот сейчас я иду по улочке, по которой давно уже не ходил, не гулял. Здесь, кстати, мы снимали видео про завтраки. Было видео про завтрак Чао Лам. Вот как раз вот мы на этой улице, где рынок, здесь на севере, недалеко от нашего дома. И вот там по этой улице есть кафешечка утренняя. Смотрите в правом верхнем углу, по подсказочке на это видео переходите, кому интересно посмотреть про вьетнамские блюда, про вьетнамскую кухню. И также вот на этой улице мы снимали места, где делают особые вьетнамские блинчики. В этом же самом месте женщина, которая блинчики эти делает, вьетнамские, необычные, с морепродуктами, она еще и делает классный суп бохо, который мне нравится. В Хошимине я как раз говорил, что пробовал недалеко от дома этот суп бохо, но мне там не понравилось, в общем, можно сказать так. Съедобно, но не так классно, как здесь. Здесь мне реально понравилось. Поэтому смотрите в следующих видео обзор вот этого супа. Многие не знают про него, многие знают только суп фобо здесь во Вьетнаме, поэтому я так с радостью показываю и открываю новые блюда, которые есть еще в вьетнамской кухне, которые можно еще попробовать. Ну а про вьетнамские блинчики, вьетнамские завтраки тоже смотрите отдельное видео в правом верхнем углу. По подсказочке переходите также, кто еще не смотрел. Ну а сейчас мы поедем в кафешечку. Я не ел целый день. Посмотрим, какие-то новые кафе, говорит, Тилли открылось. И что там такое готовят. Там даже два. Не одно, а два разных кафе. Готовят какие-то дешевые стейки, мясо. Совсем задешево. Здесь что прикольно, цены, конечно, вообще не такие, как в Хошимине. Можно за недорого, процентов на 30 дешевле все поесть. Поэтому поехали туда, в центр Ничанга, в эти новые кафе. Вот мы сейчас приехали на улицу Ерсина на ужин. Вообще не ел весь день, уже готов где угодно поесть на самом деле. Но прикол такой, что это местечко, оно дешевое. Почему? Потому что тут особо и кафе даже нету. Это место вот так вот на улице. Вот столики выставляют пластиковые. И вот здесь в помещении они готовят. Тут плитки, фритюр. Все у них здесь настроено на приготовление пищи. Меню максимально дешевое. Называется это место Бифштекс 39. Биттет по-вьетнамски. А вот второе место, которое Тилли сказала, с макаронами. Готовят пасту. Вот у них даже стенд такой. Разные в ячейках квадратных, вот таких вот разные пасты здесь. Тоже кафе на улице.
Поэтому мы даже можем и там попробовать сейчас, и здесь. Что здесь в меню? Пасты какие-то по 32, по 39 донга. В принципе, меню здесь на английском, так что все можно понять. Вот тут страничка со спагетти, максимально 55. Ну, тут с крабом спагетти, с лососем 55 донгов всего лишь. Салаты какие-то, французский хлеб 6 донгов, салат с тунцом 28. Ну и что, бифстекс, 100 грамм всего лишь. Ну посмотрим, я так понял, порции совсем маленькие, 100-120. И макароны, и рис, ну и напитки. Это вообще оказалось одно заведение. Короче, они открыли два места. Можно сидеть здесь, а можно вот там вот с макаронами. Как бы типа две кафешки, а кухня вот здесь у них одна общая. Вот это они заморочились. Вот так у них готовится тут движуха. Там соус готовится. Вот такая движуха здесь. Мы сейчас пойдем сядем тогда через дорогу, вот сюда, как-то здесь хотя бы под навесом, не так конкретно, как будто как на тротуаре уже явно. Ну и здесь и руки можно помыть. Почему мы сюда и попали? Потому что здесь туалет у них. А еще у них тут разные соусы. Сливочный соус, том-ям соус, соус песто, кремовый краб, какой-то из чернил каракатиц, что ли, черный соус, томатный и вот еще какой-то олио-аглио. Вот разные макароны. Такой вот стенд у них. Я так понял, порции совсем маленькие, поэтому мы сейчас, наверное, не наедимся. Мы сейчас поедим, и Тилли поедет на Винперл петь. Ее туда пригласили, чтобы она выступила на Винперле. Поэтому я ее сейчас провожу после ужина. Поедет она на катере. Посмотрим, там канатную дорогу открыли или нет сейчас. До этого она была закрыта долгое время. Вот, тут даже с настоящей клубникой нам внесли коктейль. За такой коктейльчик с клубникой 25 донгов. Вот нам несут как раз через дорогу вот такая маленькая порция. This is cheese sauce, not cheese. Они сделали типа как итальянскую кухню по-вьетнамски. Сладкий соус белый. Very sweet. И здесь this better. И третье блюдо с макаронами. 31 за это блюдо. Not bad. Just like eating eatery. Ну вот такие вот блюда. Сейчас я попробую еще мясо. Такой средней жесткости мясо. Ну немножко, да, жестковато. Без хлеба, конечно, вообще не наешься. Совсем чуть-чуть картошечки и 2 кусочка мяса. Вообще по-простому. Кто будет здесь и кто захочет перекусить дешево как-то, ну без проблем. Все ссылки на места и локации я оставляю в описании к видео. Кто здесь будет, можете зайти и попробовать вот такие блюда. Бифштекс такой, с соусом с мясным. Бифштекс вот с таким соусом белым, сливочный. Но на самом деле как ванильный такой соус. И пенне с болоньезе соусом. Типа болоньезе с фаршем. Итак, мы едем по Ничангу. Это улица Ерсена. Вот эти как раз кафе, которые друг напротив друга, они находятся на этой улице Ерсена. Я ее уже показывал много раз, и сейчас хочу показать, как выглядит город. Сейчас мы выйдем на первую линию, посмотрим, что там, и подъедем на площадь Лотоса. Сейчас вечереет, 5:30 вечера, скоро будет темно. А в Ничанге никаких пробок. В это время в Хошимине сейчас везде пробки, столпотворение байков. Здесь такого вообще нету. Спокойно едешь в любое время. В Ничанге население небольшое по сравнению с Хошимином, совсем маленькое. В Хошимине более 9 миллионов человек живет, а здесь 500 000 примерно. Вот мы выезжаем на первую линию, здесь бар, такое место, где вьетнамцы тусуются. Русских здесь нету, иностранцев сюда тоже не ходят. Здесь играет чисто музыка всегда винохаус, которую вьетнамцы слушают. Для европейцев и русских, конечно, такая музыка неприемлема. Так, выезжаем на набережную. Сейчас здесь такое время, когда они заканчивают свои купания. Поэтому вот как раз здесь на первой линии сейчас довольно-таки много и байков, и машин. Вот мы проезжаем Ничанг-центр, торговый центр. Сюда привозят туристов с Камрани. Здесь автобусная остановка, именно если автобус с Камрани едет.
Да и вообще здесь экскурсии начинаются в этого Ничанг-центра. Но сейчас туристов нету на данный момент, русских туристов. Из других стран, но совсем чуть-чуть. Массового туризма такого нету, только внутренний туризм. Вот мои любимые пальмы, которые здесь на первой линии. И здесь свежо, хорошо. Нет такой духоты, как в жарком душном Хошимине. Ветерочек морской. Вот бывший клуб «Зима», который закрыли, сейчас называется Paradise Club. Вообще, конечно, ни о чем. И название, и само по себе место, я думаю, они сделали его только хуже, чем было. Вот мы подъезжаем к площади Лотоса. Недавно в новостях писали, что Лотос хотят переделать, отреставрировать, как-то его усовершенствовать. Это здание было открыто в 2008 году, и с тех пор никак оно не реставрировалось и не ремонтировалось. Хотят открыть там полноценный какой-то музей истории Ничанга, показать специфику этого района, провинции Ханьхоа. Ну и вот площадь Лотоса, самое популярное место в городе. Какая-то здесь сцена установлена. А вот любимый русскими туристами вечерний рынок. Сквозь него, наверное, можно проехать тоже. Да. Все открыто, почти что. Ну, такое туристическое место. Все здесь дороже. Это вторая линия. И здесь огромный отель, вот новый стоит. И торговый центр AB Central Square. И вот здесь открыли Макдональдс в нем. Здесь расположен отель, вот крутой, прямо напротив площади Лотоса. Давайте к нему подойдем. У нас сейчас есть еще время до того, как Тиле надо будет поехать на Винперл для того, чтобы там выступать. Про Макдональдс, про этот я еще говорил в своих новостных выпусках. В одном из них говорил, что скоро откроется после Нового года. Но это еще было в 2021 году, я рассказывал. И вот здесь было большое открытие, большое столпотворение людей, большие очереди, когда только открыли. Я как раз тогда уехал в Хошимин, и как раз после моего отъезда открыли здесь Макдональдс. Ну а там, конечно, я приехал, там их много, и они давно там есть в Хошимине. Там я, конечно, сходил сразу, давно уже хотел, несколько лет. Да, чистенько, хорошо, новое местечко. Чем здесь отличается от Макдональдса, который в России? Здесь соусы наливаешь отдельно, то есть их не надо покупать. Здесь соусы бесплатные выдаются. Но зато нету сырного соуса, всеми любимого, который всегда берут с картошкой фри. Потом какой-то день рождения праздновать собираются. Даже праздновать в Макдональдсе. You see, birthday here. Да, конечно, детей приучают к этой еде. Это, конечно, не очень хорошо. От этого никуда не денешься. Такое происходит везде в мире. На эту еду реально подсаживаешься. Хочется ее потом все время есть, как наркотик действует. Но я вот сдерживаюсь. В Хошимине пару раз сходил, и чтобы не толстеть, не жиреть, не хожу туда часто. Я делаю дома бургеры, кстати. Я вот как раз делал бургеры дома на обед. Намного сытнее получается и подешевле, чем в Макдональдсе. Сейчас вот мы переходим дорогу. Многие туристы боялись здесь переходить. Сейчас действительно уже большой трафик на дороге. Вот он, Лотос. Несколько этажей у него. И вот хотят его модернизировать, реставрировать. И чтобы был уже там полноценный музей, чтобы использовать это как реально туристическую локацию уже, а не просто как здание пустующее. Причем там внутри даже какая-то картинная галерея у них. Даже вот видно через окна, что там какие-то картины, выставка какая-то подразумевалась и была. Но вот хотят задействовать. Будет хорошо, кстати, если что-то такое сделают. Давно пора. Ну а как же выглядит сейчас набережная и пляж? Люди отдыхают, развлекаются. Прикольно. Вот там какое-то судно, теплоходик плывет. Катаются. Я бы вот тоже так покатался. У себя из дома, из окна видно было, что периодически вот такие кораблики катаются, туристические. Когда жарит солнце, пляжи пустые. А сейчас там прям вообще очень много людей. Пляж полный достаточно. Не переполненный, но достаточно много людей с обеих сторон. И в воде людей много, и на песке. Как-то так все умиротворенно здесь.
по-простому уже сейчас я могу сравнить. В Хошимине тоже гуляют, там как раз есть такая прогулочная улица около набережной реки. Там тоже так же люди отдыхают, развлекаются. Сам я ходил, гулял, но снимал там мало. Поэтому в дальнейшем тоже покажу и вечернюю ночную жизнь покажу в Хошимине. Там, конечно, движуха. А здесь такие спокойные прогулочки. Нет такой ночной жизни, как в Хошимине. Но какие-то клубы есть. Может, даже сегодня мы туда попадем. You going to sing, but here really beautiful. Let's record here. Let's look. Здесь отдельный заезд на порт, откуда отходят катера. Канатная дорога там подальше. Сейчас посмотрим, как здесь выглядит вот этот порт. Отплытие вот с этого получается здания. Там вот интересно, что за дорожка ведет среди зарослей. Все такое красивое здесь, но все пусто. Last time you went there on Christmas. Да, вот причал какой. And where is cable car? Does it work? They wait you here? О, но все равно так красиво, хотя бы немножко на причал вот проводили Тили. Let's meet after singing. I see you next when I finish singing. Окей. Да, здесь такие катера, длинные, продолговатые, ракеты такие, скоростные. Я бы с удовольствием бы тоже прокатился, но если бы я предупредил, что я приеду сюда заранее, можно было бы получить разрешение и взять меня с собой. Но так как я неожиданно приехал, разрешение не было получено, придется мне ждать снаружи. Сейчас пойду встречусь с друзьями, а потом заберу Тили отсюда позднее. Ну а сейчас мы на таком знаковом месте, здесь в Нячанге, в центре города. Здесь такой так называемый грибок, вот такая вот беседочка с крышей. И мы на ней собирались раньше, когда был туризм, когда у нас была большая активная компания, все было весело, классно, задорно. Это место я уже показывал много раз. Никитка еще просто сидит, а должен уже плясать. Что ты делаешь, чтобы у тебя были деньги? Хороший вопрос. Следующий вопрос. И вот сейчас один из людей, который приехал сюда, получилось ему ворваться во Вьетнам, когда открыли границы. Максим, человек, с которым я работал в туризме. Вот он приехал, и мы с ним за старую память выпиваем. Тут ром такой есть популярный, который мы раньше все время пили, ром Шавьет. Вот сейчас бутылочку взяли, распили ее, ну разлили по чуть-чуть. Еще не распили. Мы на самом деле с ним еще виделись в Хошимине, пересекались, когда он приехал. Он сначала прилетел в Хошимин, оформил предварительно все документы, всю визу. Люди просто спрашивают, постоянно интересуются по визам. Ситуация меняется по визам каждый день. Сегодня одна, завтра другая, так что проверяйте последнюю информацию. Ну ладно, всех поздравляем с открытием Вьетнама. Вот один из первых людей, которые приехали сюда, вернулись. Вернувшихся, да. Пересекли Кстати, границу, сегодня прилетели. узнали, что очень много людей возвращается в Нячанг. То есть те люди, кто жили здесь до ковида, во времена ковида, те, кто пробовали искать себя в других странах, очень многие, в том числе я, вернулись. Значит, неспроста. Значит, здесь все-таки что-то есть такое. Манит, манит. Манит. После Хошимина вообще как первые твои впечатления, что думаешь? И на самом деле, как в родной дом вернулся, как в родную деревню. Но в Хошимине, там я уже говорил в предыдущем видео, кто не смотрел, о плюсах и минусах Хошимина, в правом верхнем углу можете посмотреть по подсказочке видео. Вот, но так, если в двух словах, то есть там движуха какая-то есть, какие-то магазины, все можно приобрести, чего в Нячанге нету, не хватает. Любые продукты питания, там какие-то вещи любые. Вот. Ну а так в остальном, конечно, жаркий город. Там душно, там пробки, куча минусов. Никому не советую туда ехать, жить. Ну понятно, да, что сравнивать Нячанг и Сайгон странно, да, это все-таки город курортный, Сайгон это самый крупный город Вьетнама. Да, вообще другие совершенно. Но какой тебе категории. все-таки формат ближе, да, когда у тебя море, вот, да, буквально, вот дорога, вот люди, вот море, вот пальмы, либо все-таки вариант большого города, да, где долго надо добираться на работу, где... Я недавно вспомнил, что у меня были даже в Нячанге такие моменты, что я там на какие-то подработки устраивался, работать пытался, и несколько месяцев даже не ходил на море, вообще не купался. То есть мне даже это не настолько проблема, потому что все время
на море каждый день, если проводить, это, конечно, надоедает быстро. Здесь Моря еще- хватило, на самом еще деле, за такой 2 года. момент. Сейчас можно сделать перерыв и там чем-то позаниматься, поработать, разнообразиться, потому что 2 года без выезда, все-таки во время локдауна коронавируса, вообще никуда не выезжая. Для меня сейчас новые эмоции, впечатления, обзоры новых баров будут, новых мест. Там тоже я хотел побывать, что-то поснимать, поэтому смотрите все на канале в дальнейшем. Потихонечку буду выкладывать. Но сейчас пока будут из Ничанга видео, так как я сейчас планирую здесь еще поснимать. Хотел добавить по поводу моря. Плюс моря это ведь не в том, что купаться каждый день, это как картинка, да, такая. То есть приятно на нем жить, приятно на него смотреть, гулять вдоль моря, да, не обязательно купаться. Вот люди, например, у которых есть фотообои дома, они их наклеили, и через там полгода они уже их не замечают. Вот здесь такой же эффект получился. У меня отличная квартира с видом на море, на залив, на центральную часть и на остров, где Винперл расположен. Но все равно это первые дни, впечатление хорошее, да, как бы это все освежает и эмоции, и тебе приятно смотреть на это, но потом это уже как стандартная картинка становится. И Приедается. когда денег не хватает, думаешь уже о том, что бы поесть. Особенно мы пережили еще здесь локдаун, когда не то что денег не хватало, даже невозможно было что-то купить. Там были свои заморочки, все было заблокировано. Наш район вообще был заблокирован, как в тюрьме мы жили. Так что все это такие трудности, которые мы преодолели, поэтому отсюда точно меня с саной метлой не выгнать. И очень еще много мест, где не побывал, и где хотел бы побывать, съездить, поснимать. Допустим, север. На севере очень много, да, есть даже места, где снег выпадает в горах. Сапа. Я сейчас приехал забирать Тилли с этой пристани, с причала, с Винперла. Здесь вообще так красиво. Вот я как раз про этот говорил проход через вот эти заросли пальмовые. Вообще круто. По таким штукам я соскучился реально. Тропическим. Как-то там в Хошимине и растений-то нету. Одни эти трущобы повсюду вокруг. Да, здесь как в дорогом отеле. Такая дорожка, пальмы вокруг. Тишина, никакого дуновения ветерочка нет. Даже вот так вот морально прогуляться здесь уже прикольно и успокаивающе, морально для души полезно по таким пейзажам прогуляться. И здесь вот виднеется колесо обозрения большое, надпись Винперл. Вот здесь остров виднеется, который напротив района Анвена расположен. Этот остров называется Хонмиеу. А сам вот где Винперл, парк аттракционов, этот остров называется Хонче. И вот на нем парк аттракционов называется Винвандер. Там и отели, там несколько отелей даже, и все строится, там стройка вообще не заканчивается. Но вот здесь мы видим туристов, которые туда собираются ехать на остров. То есть видно, что внутренний туризм достаточно активно работает. Люди и на острове на этом отдыхают, и везде. И сейчас все больше и больше людей, особенно по выходным, приезжает. Ну, сейчас подождем Тилли здесь и поужинаем. Морепродуктов немножко скушаем. Хоть и сейчас уже и поздновато, но сейчас еще можно успеть перекусить. Вот мы встретились и заехали в такую кафешку придорожную, где морепродукты продают. Я реально соскучился по морепродуктам и решили сейчас заказать, чтобы немножечко удовлетворить аппетиты. Все как обычно, здесь разные ракушки, вот морская икра и вот эти все моллюски, которые здесь есть во Вьетнаме. Взяли тут несколько видов ракушек этих, конечно, на рынке подешевле будет. Пускай нам приготовят, а потом мы поедем в бар. Вот нам принесли такие улитки, порцию с чесночком, с маслицем. Но они жарят, конечно, не на сливочном масле, а на маргарине это все жарят. Поэтому, конечно, это все не так полезно, как могло бы быть. Траву они туда положили свою опять. I feel sorry for who cannot eat seafood. There's some people allergy. Только что сейчас я показал, как они ползли. All the smoke go out. А сейчас вот когда их готовишь, они сворачиваются и становятся такой плотненькой штучкой. Попробуем. Good. Да, с чесночком. Вообще хорошо. This for you and you will tell me how it's for you. Okay?
fresh and good. Вот так я люблю с соевым соусом. Вот следующая тарелочка, которую нам принесли. Вот такие раковинки с арахисом и соусом с луком. Это вообще прикольный соус. Масло с луком и арахис. А, здесь даже два вида. Вот такие кругленькие и с ребристой поверхностью. Я люблю сюда наливать Good, еще spicy. соевый соус. Spicy. Да, острый. И вот за ваше здоровье пробуем вот такого моллюска. You bring vodka. Spicy like водка. What do you use this? What do you use the spicy? Давайте еще вторую вот эту попробуем. Не ребристую, а гладкую такую, Put кругленькую. your here, drop it. Ладно. Опять чуть-чуть вот этого. Можно еще Spicy. лаймовый соус. Тоже он очень острый. Простой соус. Для начала запьем пивом. С Новым годом вас всех! Why Happy New Year? How do you know? Погнали! Вот это прям с дымком. Чувствуется такой вкус на углях. Это хорошая. Еще с этими соусами разными. Вообще такой насыщенный вкус получается. Сами по себе морепродукты не обладают насыщенным, ярко выраженным вкусом. Поэтому их едят со всякими соусами дополнительными. Арахис вот даже добавляют. Так что во Вьетнаме классно. Все вот такое можно попробовать. Экзотическое. I walk in the corner with the body screaming. This don't make me feel the way I told it to my Lord. You already know. You already know. I walk in the corner with the money on my face. She might get it poppin', I might walk the floor. I already know, yeah. You know what's А сейчас мы приехали опять в Ня-бар. Как обычно, наш уикенд вечеринками заканчивается вот в этом Ня-баре. Сейчас у нас в такое время только вот этот клуб Ня-бар. Тиля устала, я ее отвез домой. Она здесь побыла немножко и поехала домой. Я еще вернулся немножко поснимать. Так что смотрим Ня-бар. До встречи в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и смотрите другие видео по ссылкам в описании к этому видео. Это Ничанг, курортный город во Вьетнаме. Я был здесь и всем советую. Who are they? My friends. I need to record video here. Hello. YouTuber. He's like a YouTuber. I make YouTube, yes. Make. Nice to meet you. Hello. This is Bungie. Okay, I'm Bungie. on Twitch with Kenny. Sri Lankis. My name is Ilya. They do the same like what I'm doing. Yeah, they we're stream all also. streaming on Twitch. My mate Ah, Al. streamers. Yeah. Nice to meet you. What's We got a YouTuber Ilya. here. My name is Ilya. India. Ilya. Ilya. My Yes. name is Thảo. How? And this Bungie and But this yes, Candy. Are you but Vietnamese? yes, can you explain it how the passed us very quickly? Candy too.